Глубоко уважаемые коллеги, настало время следующего мотиватора, в котором я хочу предложить обсуждение следующей темы. Врач versus компьютер. Ну, как и в предыдущих темах, хочу пояснить, что навряд ли в этой борьбе versus, да, компьютер беспокоится о состоянии врачебной деятельности, а вот врачи о состоянии компьютерных технологий с разных сторон беспокоятся постоянно. Вот это, я думаю, представляет интерес и входит в сферу обсуждения той аудитории, на которую рассчитаны эти мотиваторы. Значит, ну, с чего хочу предложить с простого эксперимента, который каждый из вас может повторить сам, это с поиска. Значит, каким образом? Давайте наберем эту фразу в поисковом сервере и посмотрим, так, обзорно посмотрим, что же получится. Значит, на самом деле получили, смотрите. Ну, единственное, что я ввел на английском языке, чтобы расширить объем результатов. Physician, мы уже обсуждали термин versus компьютер. Ну и получилось 42 миллиона ссылок. Понятно, разные совершенно релевантности. Но просто посмотрим на их названия. Physician versus Computer, Knowledge Potential. Давайте глянем даже на статью. Knowledge Potential, вот она, ее название. Drug Interactions in the Emergency Department. Журнал Comparative Study. И заметьте, еще аж давняя ссылка 2000 года еще с обсуждением. То есть обсуждение потенциала человека против компьютера в оценке взаимодействия лекарств, выделении взаимодействия между собой лекарственных средств, выделении экстренной помощи. Заметьте, давно и достаточно узкая проблема, вот это, ту, которую мы поставили широко, она здесь достаточно в узкой проблеме раскрывается. Другие, New York Times, доктор versus компьютер, что еще? Здесь versus компьютер, knowledge potential, вот интересная тема, да, is a computer doctor better than human one? Давайте даже попытаемся на это нажать. И что получим? Значит, ну, уже такого не научного, скорее журналистская статья. Наука говорит нет, да? Причем тоже с источниками, значит, ну, это надо читать. Вот я вам предлагаю, пожалуйста, для обзора расширить этот мотиватор с источниками литературы, уже более свежими там, и какой-то, ну, это более уже какие-то социально, значит, журналистские какие-то исследования. Хотя слово наука, ну, я не думаю, что это от имени науки сказано. Это журналисты, вот мы уже тоже обсуждали на теме защиты медицинской информации. Это, видите, MedNews, Health and Medicine Information. Это как бы все-таки журналистские расследования, но журналисты часто берут на себя, уже обсуждали, смелость говорить за науку. Science say no. Ну, вот такие. То есть разные, много информации, не будем мы в нее углубляться. 42 миллиона ссылок, можно очень много чего поискать ответы. Вот, кстати, интересный. Computer Science versus Medical School. Заметьте, versus. То есть вот то, что мы называем медицинской информатикой на русскоязычном понимании, в англоязычном это Computer Science обозначает. Но заметьте, не in medical school, а Computer Science versus Medical School. То есть тоже вот такой некий взгляд, да. Попробуем нажать. Ну, этот эксперимент я даже зря так вот подробно взялся производить. Вот это все-таки эксперимент для интересующихся студентов. Знаете, некие взгляды, но красивые картинки. Ну, тоже обсуждение борьбы медицинской школы, да, заметьте, с компьютерными науками. Ну, не будем подробно, ссылок много, информации очень много, проблема обсуждается активно, но именно обсуждается. Внедряется она все-таки достаточно медленно. Ну, вот такая. То есть есть что почитать, есть что посмотреть именно на эту тему, если особенно ее в англоязычном как бы варианте привести. Ну, давайте все-таки к какому-то обобщению подойдем. Значит, вот как выглядит представление студентов. Это вот я резюмировал после многочисленных общений в рамках медицинской информатики. Как же студент видит вот участие вот этих технологий в его жизни, в его работе. Вот так вот, да?
представление студента о взаимодействии компьютеров и его самого как врача. Значит, ну, всегда вот в цепочке основным является пациент, он является, грубо говоря, заказчиком, он все это происходит ради него, да, вот в итоге. Значит, ради его здоровья, ради его лечения и так далее, многих, ну, ради его здоровья, скажем, да. Если что спрашиваешь пациента, дальше происходит, он говорит, берется специальный прибор, я специально вставил в кавычки, да, коллеги, очень любимый термин у студентов в разговоре, специальный прибор. Вот это дословно очень часто повторяется. Что студент в это закладывает, мне сложно сказать. То ли некую чудесность слова специальный, то ли то, что он не похож на телевизор и утюг и газовую плиту, которые специальные, но для других целей, наверное. То ну вот что-то такое, огромный интеллектуальный потенциал студент закладывает в термин специальный. Ничего не раскрывающий ни в его голове об этом приборе, не дающий никаких знаний, не происходящих в нем процессов, ничего даже приблизительных. Просто как бы черный ящик. Это теория черного ящика. Что делает специальный прибор, по мнению студента? Да? Значит, он общается, специальный прибор с пациентом. И что дальше? Он, ну, грубо говоря, я показал картинкой, может быть, рентгенограммы, томограммы, графики. Ну, грубо обзовем в кавычках, картинку получает специальный прибор. И вот тут наступает, значит, задача вот того коллеги в белом халате, который называется врачом. И вот он тут много работает, он тут включает все свои знания, полученные во время вуза, весь свой клинический опыт, и вот много-много трудится, тяжело. И, значит, и в конце концов он ставит диагноз, там, назначает препараты. И, в общем, вот он в этом правом углу вот очень много работает, смотря на эти картинки, на эти графики, там, заключения, что-то еще. Что он дальше делает? Но он же на этом не заканчивается. Он дальше берет еще один тоже специальный прибор, да? Но это уже какой-то для другой специализации, уже для лечения, который он подключает к пациенту и лечит его этим специальным прибором. Что происходит, как это происходит, он считает, что его не должно это интересовать. У него много специальных приборов. Ну, может быть, не прибор, может быть, таблетку дает. Ну, можно выразить и таблетку. Таблетка тоже изготавливается на специальных приборах. И спросить студента, откуда вот взялась таблетка. Ее еще одни специальные приборы изготовили путем молекулярного синтеза. Да? Как они ее изготавливали, не важно. Да? Главное, что специальные. Значит, ну, по итогу, давайте схему проанализируем. Вот это вот она в голове врача. Это я ее синтезировал после многочисленных общений. Вот эти специальные приборы, картинки, врачи, пациенты и так далее. Значит, что же на самом деле происходит в этой схеме? На самом деле, вот что здесь, да, что вот здесь в этом углу правом происходит. На самом деле происходит, мы уже обсуждали, не что иное, как принятие решений происходит. Или решение о чем, или вот мы еще более подробно это изучали, я вам пытался предложить в лекции «Цифровая диагностика», решение так называемой обратной задачи. На основании картинок оценить состояние систем органов там, и принять какие-то, опять же, решения. Решение обратной задачи здесь происходит, тоже можно так выразить. Но там же в лекциях этих мы упоминали, что этим же решением, пока в небольшой мере, вот в мере тех обсуждаемых, да, проблем и этой конкуренции, может заниматься и компьютер, да. То есть вот так вот может происходить-то в общем. То есть компьютер может, ну, что же тут, вот, и вот тут возникает вопрос борьбы, а кто же лучше, специальный прибор или врач, да? Да, кто лучше это делает, вот эту часть работы принятия решений? Ну, давайте обсудим, что вот там входит. Первое, информационная емкость. Что представляет из себя информационная емкость врача, да? Это те знания, которые он накопил там на лекциях, на занятиях, из учебников, постоянно знакомясь, читая. Вот его головной мозг, извините, ну, с некоторым ограниченным все-таки познанием. Это его интеллект, который может эти знания вот переваривать в сложных ситуациях, применять, доставать, извлекать и так далее. Это тоже, это мы обсуждали там в системах принятия решений, это тоже, это, пожалуй, самое сложное, самое пока большое его преимущество в этой конкурентной борьбе с компьютером. Да? Но, значит, ну, во-первых, с точки зрения знаний, компьютер обладает, не компьютер, а вот этот специальный прибор, неким неограниченным багажом. Компьютер, опять же, извиняюсь, специальный прибор, да, обладает
всеми знаниями накопленными человечеством. Не те, которые успел прочитать и запомнить студентам. Кто-то больше прочитал на лекциях, кто-то меньше. А просто всеми. К прибору можно подключить все знания, накопленные человечеством. Любой объем практически не ограничен. Поэтому с точки зрения объема они не конкуренты друг другу доступных знаний. То есть и скорость к ним доступа и так далее. То есть с точки зрения объема специальный прибор выигрывает. С точки зрения скорости обработки информации тоже без вопросов. Компьютерные специальные приборы обрабатывают информации больше объемы за большее время. Это основной недостаток человека. Он не может большие объемы переработать. Даже за большое время. Понимаете, не способен мозг человека очень большой. Значит, что касается неких двигательных навыков, да, с точки зрения движения, там, точности выполнения неких манипуляций уже мануальных, да, то вот тут, конечно, у человека руки очень чувствительные, но не все операции, не для сложных манипуляций. Некие манипуляции специальный прибор способен выполнять с большей точностью, чем человек. Дозирование, нажимание на шприц, да. Вот прибор, извините, точнее всегда дозирует введенную дозу препарата, ну, условно я так пример, да, чем врач, который там в этот шприц что-то там наберет и куда-то там ведет. Это я условно. То есть во многих, то есть в этой борьбе все-таки преимущество специального прибора-то больше. И разговор это не о том, чтобы вот так его называть специальным. Разговор о том, чтобы понимать, что происходит. Врач-то он дирижер, он должен дирижировать специальными приборами, а не конкурировать с ним. Не пытаться утверждать, что он умнее или быстрее или так далее. Ну ладно, речь не в этом. Мы пока сошлись на том, что значит, вот есть принятие решения, и возможно ее передача вот здесь, да. И тут возникает вопрос, а вот этот наш изначальный пациент, вернее не так, я сначала этот вопрос задаю студенту, а к чему же это вот приводит вот появление специальных приборов и вот это замыкание вот этой связи? Он говорит, первое, ну к облегчению жизни врача. Вот это вот звучит фраза постоянно и повторяется студентами, то есть это, видимо, мировоззрение, что мир, видимо, создан для врачей, да, и все человечество, в том числе и пациенты, мечтает об облегчении жизни врача. Просто, ну, вот, как бы нам вот этих врачей, как бы им помочь, облегчить. Что вы, коллеги, никто о вас не мечтает. Пациент живет своей жизнью, у него своя задача. Его задача одна – добиться некого состояния здоровья соматического, да, условно, и психического. А вашей легкости работы его не беспокоит. И тем более мы живем в вполне меркантильном обществе, да, где вот это все как бы превращается в финансовые взаимоотношения. И когда вдруг кто-то, руководящий, значит, этим процессом, начинает оценивать, говорит, а зачем? Вот это дорого, вот это очень дорого вот этого содержать. А эта дороговизна на кого ложится-то? Вот на него вот платит-то за это вот он. Зачем дорого платить, если можно... Ну, я упрощаю схему, да, коллеги? Пока на какую-то, вот совершенно абстрагирую схему и упрощаю. Поэтому возникает вопрос, а не сделать ли вот нам вот так, да? Не убрать ли эти картинки? Зачем нам делать картинки, которые нужны-то, в общем, только человеку? Картинки вот этому специальному прибору не нужны. Чтобы принимать решения, ему не нужно печатать и там рисовать никаких картинок. Он из одного специального перетекет информацию сюда, и он примет эти решения. Но извините, коллеги, ну и вот, как бы я извиняюсь, перетекает, как бы вот этот, вдруг возникает вопрос, а вот он-то в конечном счете когда-нибудь не перестанет быть нужен? Ну, я утрирую, может быть. Может быть, он превратится со временем, ну, цивилизация так развивается, в некого инженера, который способен уже, извините, понимать, что происходит в специальном приборе, как-то с ним взаимодействовать, да, что-то там уже глубже понимать прибор, а не отказываться от его понимания этих технологий, которые мы пытаемся так по верхушкам изучить, заложенных сюда. Может быть, если врач будет себя вести так, что отказываться от взаимодействия, от понимания, вот обозначать все это специальными, да, и сказать, это не мое тут понимать, что там внутри, как там происходит рентгенограмма. Ну вот самый характерный пример, говорит, пациент, коллеги, расскажите, как устроена вот схема рентгеновской там диагностики. Говорит, вот то же самое пациент сразу рисует. Пациент, говорит, специальный прибор и картинка, и все. Вот все его желание понять о том, как же современная рентгеновская компьютерная томография, например, работает. Не желает понимать, что там происходит в приборе. Но, коллеги, извините, не желаете, ну, вот эти понимают, а вот там, по скорости, по умности, там, вот эти уже догоняют вас.
Ладно, это я немножко все утрирую, может быть, какой-то, но я вам тенденцию пытаюсь показать. Вопросы заставить задуматься. И следующий, значит, момент какой, ну я условно назвал перекрестие, я сейчас я поясню, почему так. Значит, вот ось времени, да, значит, и некая в этой оси времени, значит, вот точка, да, точка, 2020 год сегодняшняя дата, да, значит, и что? И никто не будет спорить, что медицинские информационные технологии, как они развивались туда, то есть, ну, и будут и дальше бурно развиваться, да? Ну, я думаю, это уже ни у кого сомнений не вызывает. Вот, ну, некий угол я развития, вот этот угол, да, чем круче угол, тем быстрее развитие, неважно. Некий достаточно крутой угол развития я им придал. Не думаю, что вот они прекратят развиваться и вот туда пойдут. Да? Я думаю, вы тоже в этом сомневаетесь. Значит, давайте сопоставим, а что же с врачом происходит? Не с самим врачом, а вот со знаниями врачебными, то есть медицинским образованием. Ну, самое лучшее, что с ними происходит, это вот тоже некий рост, ну, все-таки такой медленный, потому что образование мы считаем классические, там у нас классическое понимание, представление все-таки. Вот мне кажется так, медицинское, это еще лучший вариант, коллеги, да? Это лучше, это вот в хороших университетах и так далее. Это те, кто, это то медицинское образование, которое отдельно развивается от технологий, да, которое говорит, это для инженеров, а это для меня, да. Если оно отдельно вот к ним подтягиваться не будет, то у него развитие вот такое, ну, достаточно плоское, да, медленное. Но это, извините, коллеги, еще в лучшем случае. У меня-то все-таки мнение складывается, что вот так выглядит будет перспектива это развития медицинского образования. Поскольку оно не само по себе, оно там на школьное опирается, на какой-то еще. И вот, ну это опять my humble opinion, по моему скромному мнению, вот опять не воспримите это за какое-то утверждение. Да? Почему перекрестие? Перекрестие это я вот тут немножко не отрицал, потому что развитие одного пересекается с падением другого. Да? Ну или, по крайней мере, ну, вот, с медленным развитием другого. Поэтому, когда возникает перекрестие, это приводит к тому результату, который я попытался изобразить на предыдущем слайде. Ну, значит, что? Благодарю вас за концентрацию внимания. Пусть немножко сумбурный получился мотиватор. Сложно контачить вот это результат некого контакта со студентами, которые как раз и пытаются свести как сказать, желание понимать эти медицинские технологии на уровень набора специальных приборов. Или как вообще это называется в философии черными ящиками, набору черных ящиков. И как-то вот понять, что такое-то он специальный. Вот такие у вас перспективы. Я опять не могу сказать, насколько в ближайшем будущем, я на будущее не гадал, как предсказывать, но направление вот такое, и никаких других направлений, коллеги, к сожалению, нет. А выбирать вам, как вот, подтягиваться к этому, вот я, к этой стрелочке, да, тянуть это образование вот туда или тянуть его в противоположную сторону.